Всем большой привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу с вами поговорить на интересную тему – это ниточки. Мы все привыкли использовать в своих работах нитки полиэстер. Кто-то использует капрон, кто-то лавсан, кто-то плетет хлопком, кто-то любит плести вискозой или даже шелком. Но у многих, я знаю, что возникают трудности по поводу закупки материалов и то, из чего стоит плести кружево фриволите. Поэтому я решила снять сегодня интересное видео на эту тему и поделиться с вами такой интересной находкой на Wildberries. Это, кстати, онлайн-магазин, где вы можете приобрести довольно большое количество различных товаров. Я нашла на этом сайте также ниточки фриволите. У меня будет как дешевый сегмент, обычные швейные. Далее у меня полиэстер, который я смогла найти на сайте Wildberries. Также у меня нейлон, никогда не пробовала его в работе. И интересный лавсан. Также у меня есть интересный полиэстер, который я еще не пробовала в работе. И вместе с вами мы как раз сейчас будем его пробовать, открывать, смотреть, что же это за ниточка и можно ли ее вообще использовать в кружеве фриволите. Ну что же, погнали! Для начала давайте начнем с самого простого сегмента, который у меня здесь находится на столе. Это обычные швейные нитки. Я приобрела вот такой набор на Wildberries. Стоил он, я обязательно вот здесь буду, кстати, указывать внизу стоимость товара, поэтому обращайте на нее внимание. Стоит такой набор недорого, и мне было очень интересно посмотреть, какое же кружево получится из обычных швейных ниток. Давайте откроем, посмотрим. Здесь набор небольшой, всего лишь 8 цветов, но в принципе цвета базовые, их можно использовать в работе, но как поведет себя нить, потому что это все-таки обычные швейные нитки. Наверное, самый доступный вариант. Мы сейчас попробуем, подходят ли они вообще для этих целей. Естественно, этими ниточками плести в одно сложение практически невозможно, они будут, скорее всего, пушиться, но в любом случае, я думаю, получится интересный результат. Кстати, производство — это красная нить, толщина 40. Для проверки я решила выбрать вот такой коричневый оттенок, потому что у меня, в принципе, все мои цвета, которые я буду использовать на тесте, они, в принципе, в такой базовой коричнево-рыжей цветовой гамме. Поэтому давайте их и возьмем. Я решила наматывать их в 3 сложения. Нам, естественно, понадобится челнок. У меня здесь уже намотана ниточка, но я надеюсь, это нам не помешает. Для начала я беру, складываю нить пополам. Далее, когда хвостик у меня доходит до конца, вот видите, у меня здесь уже хвостик виден, я складываю нить еще раз. И у меня получается 3 сложения. Далее, чтобы нитка держалась, через петельку, которая у нас образовалась в самом начале, я буду проходиться. То есть у меня нитка должна как бы за петельку зацепиться. Вот видите, я беру просто в любую сторону, это не важно. И все, и прохожусь дальше. И нить у меня, получается, будет в 3 сложения. Я уже сейчас тогда буду наматывать, вернусь к вам, когда мы начнем работу. Ну что же, нам нужно сплести колечко 20 пико 20. Плетется, кстати, достаточно комфортно. Узелки получаются достаточно мелкими. Начинаем затягивать. Так, затягивается прям с хрустом небольшим. Если мы присмотримся, почему-то при затягивании у меня здесь вылезло небольшое вот это вот пико. Не знаю, с чем это связано. Кружево получается, кстати, очень плотным. Оно очень жесткое, очень. Возможно, это из-за того, что в 3 сложения, возможно, потому что сама нить так себя ведет, но кружево приятно плотное. Давайте присмотримся. Здесь мы видим, что каждый узелок не особо заметен. То есть он не особо выделяется. Мы видим, скорее всего, именно просто само кружево, нежели отдельные узелки. То есть фактурность у нас теряется. Но я могу сказать, что ниточки неплохие, и ими вполне можно плести. Другой вопрос, насколько будет большой расход при плетении такими нитками, это, наверное, уже отдельная тема для разговора, но работать ими вполне можно. Следующими нитки я предлагаю открыть вот такие. Состав мы видим вот здесь, это нейлон.
Сразу хочу отметить, что нитка имеет довольно приятный блеск, но она очень тонкая. Скорее всего, такой ниточкой я бы стала бы работать именно в 3 сложения. Использовать мы будем тот же самый метод, который я и показывала в начале со швейными нитками, то есть плести мы будем в 3 сложения. Ну что, по первым ощущениям, нить скользкая, ей достаточно приятно работать. Узелки ложатся ровно. То есть мы можем это видеть в работе. Я, кстати, пробовала капрон в таких вот точно бобинах. У меня есть в наличии он. Пробовала его в работе. Единственное, что мне не понравилось, это мягкость кружева после затягивания. И мне вот теперь интересно сравнить, не он будет так же себя вести или он все-таки крепче. Вот сейчас, доплетя колечко, я замечаю, что первый узелок, который я плела, видите, он расплетается. То есть это не совсем удобно в работе. То есть, скорее всего, будут какие-то бугры. Пробую затянуть. Если честно, эта нить очень специфична в работе. Наверное, может быть, колечко 10 пико 10 будет еще смотреться куда ни шло. Но видите, вот, это, конечно, совершенно не кольцо. Узлы фактурные, красивые. Мне нравится, как они выглядят. Но, как мы видим, буквально кольцо 20 пико 20, и мы уже ничего не можем затянуть. Я сейчас попробую сделать кольцо 10 пико 10 и покажу вам уже результат. Но вот я тяну, если полиэстер, мы можем еще затянуть, да, кое-как, если у нас так ниточка застряла. Хотя очень странно, почему она застряла. Нейлон, он немножко даже тянется. Есть у нее такая вот особенность, видимо. Скорее всего, для кружев револите такие ниточки мало подойдут, либо же как компаньон к какой-то второй нити. Вот, посмотрите. То есть у нас кольцо вроде бы затянулось, но не до конца. Вот вы видите, для сравнения я сплела кольцо 10 пико 10. Оно у меня сплелось достаточно просто, легко. Затянулось также хорошо, но проблема с первым распущенным узлом, она так и осталась. То есть нитка настолько скользкая, что она просто расползается при плетении. Я думаю, есть много альтернативных вариантов такой нити, то есть нейлон мы точно отбрасываем в сторону. Следующая нить, которую я предлагаю с вами открыть, это полиэстер. Название Астра. Кстати, цветов, по-моему, что у нейлона, что вот у этого полиэстера достаточно много. Ниточка также очень тонкая, то есть ее практически, ну вот я не знаю, прям очень тонкая. Давайте посмотрим на разрыв. Нет, порвать такую нить точно невозможно, она сразу же режет руки. Попробуем также намотать в 3 сложения, посмотрим, что у нас получится. Сразу скажу, что даже в 3 сложения нить прям чувствуется, что очень тонкая. Я, конечно, люблю тонкое кружево, но не всегда нам это нужно, особенно при плетении каких-нибудь воротничков и объемных браслетов. Попробуем для начала сплести кольцо 20 пико 20. Не знаю, получится или нет. Очень тонко, очень. Но скользит хорошо, и первый узелок у нас не расплетается. Ну что же, а теперь у нас ответственный момент, это затягивание кольца. Кстати, идет очень скользко. Ну что я могу сказать? Кружево получилось мягким. Оно очень такое, знаете, ювелирное, очень тонкое. Давайте посмотрим поближе. Узелочки, в принципе, очерчены хорошо, то есть каждый узелок мы видим по отдельности. Кружево достаточно плоская, но при этом и есть объем, но скорее всего это из-за того, что просто не хватает толщины. То есть если бы они были потолще, то фактурность бы у нас была бы лучше. То есть стоит ли заморачиваться с таким большим количеством сложений, это, конечно, нужно смотреть вам. Если вам комфортно, то вполне можно использовать данную нить для работы в револите. Ну что же, у нас остается самое интересное, это бобина Лавсан номер 40, хотя смотрите, если заглянуть в бобинку, то мы видим название, смотрите, это не лавсан, а полиэстер. Уже вот эта толщина нити нам сразу говорит о том, что такой ниткой можно работать даже в одно сложение. Ей должно быть комфортно работать. Давайте попробуем. Уже сейчас я могу сказать, что эта ниточка будет хороша в револите, потому что по своим ощущениям, все-таки это опять полиэстер.
Ну что, у нас кружево здесь получается очень легким, воздушным. Возможно, такой эффект даже кто-то, наоборот, и ищет. Нить не крутится, она сразу сама как бы складывается в кружево. То есть это большой плюс. Кружево получается, кстати, жестким. Даже вот такая тонкая толщина. Я бы даже сказала, что она похожа по ощущениям на вегу. То есть вот этот вариант сороковки, скорее всего, соответствует обычной толщине веги. Вот просто для сравнения, это вега, но в 2 сложения. Поэтому смело могу рекомендовать данную ниточку для покупки и приобретения, а также использования в кружевах привалите. Следующая ниточка, которую мы будем открывать, я покупала с рук, чисто случайно на сайте Авито. Насколько я знаю, данная сороковка будет соответствовать веге 40, то есть она, в принципе, должна быть взаимозаменяема. Ниточка хорошо скручена, и она даже, если честно, по ощущениям очень похожа на вегу, как будто я просто взяла вегу. Ну что, уже сейчас, чувствуя нить в руках, у меня ощущение, прям четкое ощущение, как будто я держу вегу. Вега кажется немножко, знаете, как будто восковой. Вот, не знаю, вот есть у меня такое ощущение. А вот это кажется более сухой. Что, давайте затягивать вместе, мне самой интересно. Ой, точно, но это прям вега, один в один. И скрип даже похожий. Давайте посмотрим поближе. Посмотрите, какие ровные колечки. Ну вот, конечно, более дорогой сегмент полиэстера, он ведет себя немножко по-другому. Вот мы можем сравнить в одно сложение Пилигрим, он тоже достойно себя повел, поэтому его также можно покупать. И еще несомненный плюс у Пилигрима в том, что он более доступный по стоимости, у него довольно много разных оттенков. Также его можно заказать на сайте Wildberries, и вы сможете в любом пункте выдачи по всей России забрать его. Это очень удобно. Кстати, вот этот оранжевый цвет очень приятный. Мне кажется, он подходит как раз-таки под осеннее настроение и листву, которая у нас сейчас вокруг. Итак, наш первый претендент – обычные швейные нитки. Далее мы с вами попробовали нейлон, который мне совершенно не понравился в работе, но с ним можно попробовать сдружиться как-нибудь, возможно, с дополнением каким-нибудь. Следом мы попробовали с вами полиэстер. Он также был хорош в работе, я считаю, что он в принципе достойный тоже конкурент всем остальным ниточкам, но единственное, он очень-очень тонкий, то есть им будет не совсем комфортно работать тем людям, которые не любят наматывать в несколько сложений нить. Далее у нас идет хорошая ниточка, которую вполне можно покупать для того, чтобы работать с кружевом фривалите, это Пилигрим. И последнее это полиэстер, который у нас идет аналог веги. Ну что же, как вывод. Работать можно любыми нитями, которые не рвутся при затягивании кольца. Да даже, я думаю, обычными нитками, которые идут шерстяные, их тоже можно ими попробовать работать, если использовать вместо кольца прием дуга в виде кольца. Также мы можем использовать любые швейные нитки, если нам хочется прям вот сейчас и нужен какой-то определенный цвет, либо вы обучаетесь только. Можно взять обычные швейные нитки, любые. Далее, нейлон я бы не советовала вам использовать в работе, потому как он расползается, узелки получаются неровными. И отдельно у нас, видите, категория это полиэстер, который, наверное, самый лучший, самый податливый, комфортный в работе после хлопка. И я бы даже сказала, наверное, кто-то, может быть, меня поправит, мне сравнивать, к сожалению, не с чем, но ниток для фривалите, они там, в принципе, тоже идет хлопок, но он более плотный, более лучше скрученный, говорят, что ими даже комфортнее плести. Также я вам сейчас покажу хороший вариант наборов Лавсана, который продается также на Wildberries и также доступен к заказу. Ну что же, я надеюсь, что данный формат видео вам понравился, вам оно было и интересным, и полезным. Не забывайте оставлять комментарии под этим видео, ставить лайки, подписывайтесь на канал. А на сегодня я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.